Всем привет, меня зовут Жанна, это мой канал о вязании. Сегодня у нас будет не совсем стандартное видео, я не буду показывать никакие узоры и никакие мастер-классы к этим узорам. Сегодня я хочу просто поделиться с вами моими вязальными планами, тем, чем я занимаюсь, помимо того, что подбираю для вас узоры. И также хочу показать немного пряжи, которую я приобрела для моих текущих проектов. И помимо этого еще также хочу рассказать вам об одном моем завершенном проекте, который я недавно выпустила. Это платный PDF-файл, в котором собраны схемы практически ко всем узорам, которые представлены на моем канале до этого видео. И хочу начать с самого большого моего проекта на текущий момент. Я вяжу для себя свитер худи. Вяжу его сверху. Уже связала вот такой воротник. Здесь вот кулиска. Вот уже отверстие для шнурка тоже я провязала. Сюда будет вставлен попозже шнурок. Просто лицевой гладью воротник провязан. И я уже связала здесь вот обработку горловины, ложная кетлевка полой резинкой. Вяжу я из пряжи Vita Бриллиант. Вот такая пряжа, это цвет чайная роза, и вот такой цвет тоже буду здесь использовать, капучино. Кто со мной давно на моем канале, те помнят, что я из этой пряжи вязала где-то год или полтора назад платье для себя с имитацией шотландской клетки. Ссылку на это видео я вставлю ниже в описании. Если вам интересно, вы сможете пройти посмотреть. Ну, в какой-то момент, так бывает, я думаю, у всех, кто вяжет, что в какой-то момент передумываешь, уже не нравится то, что ты вяжешь, и хочется все-таки что-то другое связать. Поэтому то платье у меня пошло в распуск. Пряжа какое-то время у меня полежала. И вот сейчас я решила, что я свяжу для себя худи. И сейчас я думаю, у меня в голове несколько вариантов этого свитера. Я не хочу вязать что-то стандартное, там только лицевой гладью или что-то такое. Хочется что-то интересное связать. Поэтому я думаю, или это будет реглан сверху стандартный с ростком, то есть как положено все. И будет полотно лицевой гладью связано с имитацией шотландской клетки. Для этого я вот к этим двум цветам еще, возможно, добавлю тоже Vita Бриллиант такого благородно-серого цвета. У меня там есть немного этой пряжи. Второй вариант — это круглая кокетка ажурная, каким-то таким узором, не слишком ажурным, но такое вот что-то интересное. Может быть, японский какой-то узор сюда впишу. И дальше после кокетки просто пойдет лицевая гладь на рукавах и на переде и спинке этого свитера. Или же третий вариант, я думаю, что связать какой-то теневой узор. Тоже один джемпер в Пинтересте меня заинтересовал. Я фотографию вам вставлю на экране, посмотрите. Там такой интересный спереди теневой узор из лицевых и изнаночных петель. Тоже как вариант, вот я над ним пока раздумываю. Поэтому этот процесс я пока немножко притормозила на стадии горловины. И сейчас пока вот решаю, какой все-таки из трех вариантов я выберу. Второй мой проект, он уже почти завершен. Это вот такие ажурные носочки, связанные с пряжей Alize Кашмира. Здесь такой вот интересный ажурный узор. Мастер-класс по этому узору есть на моем канале. Я ссылочку оставлю в описании к этому видео. Так выглядят эти носочки. Мысок здесь стандартный, ленточный, и сшито здесь все по открытым петлям трикотажным швом. Изюминка этих носков в пятке. Здесь вот такая пяточка стронг. Она сюда очень удачно вписалась. Такая вот красота. Я планирую выпустить по этим носочкам платное описание в PDF формате. И также будет еще платный видео мастер-класс. Эти оба мастер-класса будут доступны
в моем блоге на Boosty. Ссылочку на Boosty можно найти как в описании к этому видео, так и в шапке моего канала в верхнем правом углу. Третий мой проект — это вот такие носки, тоже ажурные носки с пяткой Strong. Вяжу я эти носочки из пряжи Alize Superwash Comfort Socks. Номер цвета, так, вот 207. Цвет на камере не совсем корректный, он такой как бы немного меланжевый, с кофейно таким каким-то розоватым отливом. Очень сложный, очень красивый цвет. Я люблю вообще такие природные цвета. Здесь узор тоже такой ажурный, такая вот коса. Есть этот узор у меня на канале, я ссылочку оставлю под видео, сможете пройти посмотреть. Еще носок не довязан, ну в смысле он довязан, но он не постиран и кончики еще не спрятаны. Второй носок я буду провязывать на камеру. Мысок здесь стандартный, ленточный. И тоже изюминка этого носка вот в самом именно узоре, в таком красивом ажуре, и в пяточке Strong. Здесь пятка Strong. Так она красиво вписана сюда. По этим носкам тоже будет платный мастер-класс в PDF формате и в видео формате. Я обязательно скажу заранее, выпущу отдельное видео, когда выйдут описания на моем Boosty по этим носкам. Здесь я и в сообществе объявление сделаю, и сниму видео также о том, что уже готовы мастер-классы и когда можно будет их приобрести. Еще один мой проект — это тоже носки, тоже ажурные. Я уже, как вы видите, по клубку несколько раз их перевязываю. Я попыталась сюда вписать пятку Strong, но что-то пошло не так. В общем-то, они оказались какие-то огромные, широкие. Может быть, даже и узор здесь придется поменять, не знаю. Попробую сейчас здесь другой вид пятки вписать. Это тоже будут носки, тоже для платного мастер-класса, для платного описания на Boosty. Здесь вот пока я только начала вязать паголинок первого носка. Вяжу я эти носки из вот такой пряжи. Так, Alize Lana Gold Fine. Единственное, что этикетку я потеряла, номер цвета не могу вам сейчас назвать. Я поищу там в своих записях и вам подпишу на экране. Здесь пряжа, так, метраж пряжи идет 100 грамм на 390 метров. Ну, в принципе, такая достаточно носочная, можно сказать, пряжа. И по составу, если посмотрим состав сейчас, здесь получается 51% акрила и 49% шерсти. Ну, почти носочный. В принципе, можно брать для этих носков любую другую пряжу, которая вам понравится. Просто я выбрала такую пряжу из-за цвета, из-за состава, из-за метража. Так она мне понравилась. То есть вот такие еще будут ажурные носочки симпатичные. Этот узор тоже есть у меня на канале. Есть мастер-класс. Я ссылочку также оставлю в описании под этим видео. Вы сможете пройти посмотреть. Он буквально недавно вышел, этот мастер-класс по этому узору. Вяжется он совершенно несложно, он такой простой запоминающийся раппорт. То есть вам достаточно будет провязать вот буквально один раппорт, и уже сможете его даже наизусть выучить. Вот такой у меня сейчас еще один проект в работе. И еще один проект, над которым я работала около месяца очень плотно. Буквально недавно закончила этот проект, и он уже доступен в платном формате на моем влоге на Boosty. Это PDF-файл, в котором собраны почти все узоры, которые представлены на моем канале до этого видео. Там, за исключением буквально нескольких узоров, самых ранних, которые, на мой взгляд, не очень удачные, поэтому я не стала их включать в этот файл. И также я не стала включать узоры Кучинелли, потому что узор этот уже все и так знают, схемы везде есть, и даже еще до Кучинелли этот узор был опубликован в книге Маргариты Максимовой, поэтому я не стала туда эту схему включать. А так в основном почти все узоры, которые у меня на сегодняшний день есть, они в этом файлике тоже присутствуют.
А сам файл состоит из 341 страницы. Там подробные фотографии каждого узора представлены, схема и текстовое описание каждого ряда. Также, естественно, сколько петель в раппорте, какие, когда там повторения делать. То есть подробное текстовое описание каждого узора и в том числе схема. Схемы всей абсолютно до единой я переработала в своей мини-программе. Я создала в Excel такой файлик автоматический с интуитивно понятными обозначениями. И на базе этого файлика вот я создала для каждого узора понятную схему. То есть там, в принципе, даже можно, наверное, и без текстового описания обойтись, но все равно я и также и текст сделала. В этом файле 123 узора, ну, естественно, более 100 фотографий представлены, подробное описание, 341 страница, в PDF разрешении, то есть на любом абсолютно устройстве можно этот файл будет открыть, и в телефоне, и в планшете, и на ноутбуке, и в компьютере, то есть везде, где можно открывать файлы программы Adobe, то есть это и PDF и так далее. Скачать этот файл можно платно на моем Boosty. Ссылочку я оставлю под этим видео. Вы сможете пройти посмотреть. Стоимость этого файла 158 рублей. Я думаю, что это более чем демократичная цена, потому что взамен вы получаете целую книгу узоров. То есть вам не нужно, допустим, бродить там по моим группам в социальных сетях или в моем телеграме, или ждать, когда я опубликую эту схему, потому что я не всегда успеваю это делать вовремя. А здесь вы просто сразу получаете все схемы в ваше пользование свободное. В любой момент, когда вы хотите что-то связать, но вам, допустим, не хочется самостоятельно где-то ходить по каким-то сайтам или еще где-то искать узор, вы открываете этот файлик, листаете его, находите узор и вяжете то, что вам. И немного еще по поводу пряжи расскажу, которую я приобрела. Здесь уже видно, да, что некоторую пряжу я уже начала вязать, пробовать. Всю пряжу я приобретала для вязания носков, для того, чтобы писать мастер-классы. Приобрела я 2 мотка вот такой пряжи Alize Superwash Comfort Socks. Такой вот осенний глубокий тыквенный цвет. Он здесь на камере немножко засвечивается, на самом деле он потемнее. Попробую отрегулировать освещение. Ну вот так, наверное, ближе всего к естественному его цвету. Немножко он все-таки потемнее будет. Такой осенний приятный цвет. Я вообще люблю такие осенние терракотовые, земляные тона. Очень приятный. Здесь 100 грамм получается на 420 метров. Можно стирать в машине. Но я думаю, те, кто вяжет носки, они уже с этой пряжей давно знакомы. Так, и состав у нас... Так, сейчас, секунду. Так вот, состав у нас получается 75% шерсти и 25% полиамид. И номер цвета 433. Такой приятный цвет. Дальше приобрела вот такую пряжу Alize Artisan. Она такая молочно-белая, может быть даже, ну не икрю, наверное, все-таки молочно-белый цвет такой. Тоже камера засвечивает, немножко здесь более желтоватый такой цвет. Цвет 01. Так, и состав тоже 75% шерсти и 25% полиамид. Так, и метраж у нас 100 грамм на 420 метров. Ну, тоже уже многие знакомы с этой пряжей. Я специально, если вы видите, приобретала однотонную пряжу, потому что я планирую вязать из нее именно ажурные носки. И, как мне кажется, градиентная пряжа или пряжа секционного окрашивания, она будет еще и с ажуром смотреться чересчур перегруженным. Изделие, в смысле, будет перегружено. Поэтому я покупала именно однотонную пряжу целенаправленно. То есть вот такой еще клубочек один. Это австралийский меринос от Пихорки.
Я уже тоже начинала вязать носочки из этой пряжи, поэтому этикетки здесь нет. Я вот распустила, смотала. Первый раз буду пробовать австралийский меринос, но пока мне все нравится. Правда, еще ВТО я не проводила, образец не стирала, поэтому только в процессе вот вязания могу сказать, что пряжа комфортная, приятная. Пока все нравится. Вот таких вот два мотка я приобрела. Это Alize Lana Gold Fine. Вот я уже показала вам один носочек, я начала. Этот цвет такой, знаете, как вялая сушеная вишня, я даже бы сказала, или какая-то вялая роза такой вот. Он коричневато-бордовый, такой осветленный, припыленный, такой тоже приятный, красивый цвет. И вот такой припыленный изумрудный цвет, тоже мне понравился, осенний такой, спокойный. Цвет здесь номер 180 и состав 51% акрила, 49% шерсть. Ну, не совсем, может быть, он носочный, но я приобрела именно для мастер-класса. Метраж тоже здесь меня вполне устроил. Вот 100 грамм на 390 метров. Пряжа такая, скрутка у нее как бы такая объемная достаточно, наверное, за счет акрила. Она такая воздушная получается. Я ее пробую первый раз, ну тоже пока все нравится, все устраивает. И еще приобрела я вот таких два моточка, это Alize Baby Wool. Приобретала их не для самих носков, чтобы вязать носки, а как бы для отделки. Вот здесь я уже пробовала вязать вот носок с такими вот руликами. Вот из вот этих вот 3 клубочков. Ну, как бы так вроде бы смотрится симпатично, интересно, красиво, но на практике, я когда попробовала примерить этот носок, как-то вот эта вот часть, она слишком тугая, получается, перегруженная, так что мне показалось, на практике такие носки носить будет, наверное, не очень удобно, поэтому я вот не стала распускать, просто нить обрезала, оставила эту заготовку для примера. То есть вот эти 2 клубочка я приобрела именно вот для такой отделки. На сегодняшний день это пока все мои процессы. Я с вами не прощаюсь и приглашаю вас перейти, посмотреть другие видео на моем канале, повязать вместе со мной узоры. Ну а мы с вами встречаемся в следующих видео.